Митака. И в этом видео вы со мной посетите парочку необычных мест в Токио. И первое место – это кафе с мини-пигами. Ура! Вот этот большой хрюн виден с улицы, витринная свинуха или свин. А все остальные жители кафе – это малюсенькие мини-пиги. В общем, измеритель эмоций умиления зашкаливает. Если вы хотите окситоциновый удар, вам сюда. В общем, принцип кафе какой? Никаких там напитков вам не подают. Вы просто проводите время с этими милейшими созданиями. А служители кафе следят за тем, чтобы каждому посетителю досталось минимум по парочке поросяточек. Но, как правило, их набегает побольше, потому что им очень нравится лежать, спать и хрюкать компанией. Прежде чем войти в комнату с ними, надо снять обязательно обувь и обработать руки санитайзером, чтобы не принести поросятам какую-нибудь заразу. А еще вам выдадут плед, который надо положить на ноги, чтобы избежать всяких непредвиденных ситуаций со стороны поросят. Классное место, и лица всех посетителей без исключения светятся счастьем. После кафе с мини-пигами я решила поехать в район Митака и посмотреть, удастся ли мне попасть в музей-студию Гилби. Посмотрите, какой удивительный люк канализационный. Вообще в Японии я несколько таких встречала. А сейчас по дороге я вот углядела вдалеке очень интересный дом. Сейчас подойду поближе. Посмотрите, у него крыша – это целый газон. Причем такой какой-то очень естественный, не аккуратный, а так вот полянка, но на крыше. Я такое увидела первый раз, мне очень понравилось. А музей-студия Гилби – это мультипликационная студия, сооснователем которой является Хаяо Миядзаки, и в которой были сняты такие известнейшие мультфильмы, как «Унесенные признаками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок Хаула» и другие. И студия эта находится на краю парка Инокашира парк. Вот сейчас я как раз в него захожу. Это достаточно старый парк, он был открыт еще в 1917 году. А вот и знаменитые японско-токийские вороны. Почему знаменитые? Они гораздо крупнее обычных серых ворон, большеклювые вороны. И это прям целое бедствие в Токио. В начале 80-х их проживало около 7 тысяч, а на данный момент их возросло чуть ли не до 40 тысяч. Они очень умные и доставляют ряд неприятностей. Вот я дошла до студии Гилби и, к своему большому сожалению, поняла, что я была просто чрезмерно наивна, думая, что можно будет купить билеты прямо тут при входе. Но выяснилось, что билеты надо покупать чуть ли не за 2-3 месяца, потому что студия очень популярная, выстроена необычным образом внутри и даже с короткими фильмами, которые показываются только там. Так что пошла я обратно к метро, чтобы ехать в центр Токио через квартал с частными домами. Мне любопытно всегда смотреть, как живут люди от обычных домов до частных. Душа моя по-прежнему продолжала требовать посещения в какой-нибудь музей, и я выбрала Мори Арт музею. Перед его входом установлена большая скульптура Маман, огромного бронзового паука Луизы Буржуа. Он как бы ворота в вход в этот музей. Сам музей основан в 2003 году и расположен на 52 и 53 этажах Мори Тауэр, которая в свою очередь является
частью комплекса Рапонджи Хиллз в районе Рапонджи. В основе этого проекта лежит идея объединения в одном пространстве работы, отдыха и культурного центра. Поэтому музей Мори Арт Музеум часто открыт чуть ли не до 10 вечера, делая тем самым искусство частью ночной жизни Токио. Экспозиции в музее постоянно меняются, и внутреннее пространство перестраивается под них. А выставка, на которую я сейчас попала, посвящена архитектурным проектам архитектора Соу Фудзимото. Я, надо сказать, ничего вообще не знала про этого архитектора, да и как-то японская архитектура тоже вываливалась из моего кругозора. Но с первого же момента была просто ошарашена новаторством и смелостью этого архитектора, учитывая, что это не только концепты, а большое количество его идей реально воплощено в жизнь. И одна из главных идей Фудзимото – это архитектура как открытая лесная структура, где нет жестких границ между пространствами, людьми и природой. И социальные и философские границы между внутренним и внешним пространством должны исчезнуть. Много очень прозрачного, дышащего, совершенно невообразимых форм. И самое потрясающее – это видеть модельку, а потом поднимать глаза и видеть, что это вообще-то все реально осуществлено и живет на планете, и есть фотографии. В общем, фантастика, конечно. Фудзимото родился в 1971 году и вырос на северно-японском острове Хоккайдо. И с детства он исследовал горы и леса острова, и это очень сильно определило его отношение к природе и к пространству. И на этой выставке представлен весь его путь архитектора от ранних проектов до его будущих идей, включая и текущие разработки. И мне было очень жаль, что я пришла в этот музей фактически в один из последних дней пребывания моего в Токио и узнала об этом архитекторе так поздно, потому что так бы я, наверное, выбралась посмотреть на его объекты реальные в Токио вживую. В частности, его дом-сад расположен в Токио. Но также Фудзимото работает не только в Японии, его здания есть в Европе и в других странах. И создавал и создает он от жилых домов до музеев и культурных центров. Мне понравилось, как тут сделаны проекции тени людей. Вообще по всей выставке ходишь и рассматриваешь мельчайшие детальки, а вот, пожалуйста, и большой крупный проект. Его эскизы. Все очень графично, и формы, и его
архитектурных проектов, вот вы узнаете, наверное, этот круг, он уже присутствовал. Потом на этой же выставке присутствует уже как плакатная форма, как просто знаки, и потом видео будет из них же сделаны мягкие игрушки для детей. Очень забавно. Само пространство выставки очень здорово организовано и зонировано от маленьких аккуратных объектов до больших каких-то пространственных экспозиций. Вот это те самые игрушки, которые я говорила, говорящие. То есть это его архитектурные объекты, но уже отшитые в плюше. Японцы из всего ухитряются делать плюшевые няшные штучки. Даже из больших зданий. Но вот это уже как раз большинство проектов Фудзимото, уже изображенных в виде знаков, логотипов. Супер графично. От большого объекта до его лаконичного знака на бумаге. А это его проект будущего.
закончив осматривать выставку, я пошла на смотровую площадку. Тут есть смотровая площадка прямо на этаже с музеем, и музей как бы объединяется со всем Токио. И с 52 или 53 этажа это, конечно, выглядит сногсшибательно. Ну а я буду потихонечку с вами прощаться, дорогие друзья. Спасибо большое, что посмотрели со мной, побыли в этом видеопутешествии. По традиции YouTube ставьте лайки и подписывайтесь. И до следующей встречи. Пока-пока!